А, Кто такой Шива? То есть Шива переводится как благой. Шакти, от корня шак, означает сила, мощь. Но это если сказать вот буквально. Кто такой Шива на самом деле? Шива это, если так образно, на самом деле Шива это образное определение каких-то очень метафизических категорий, которые сложно описать различными, так сказать, терминами. Даже в санскритских источниках, в разных агамах, тантрах дают описание многих форм Шивы. То есть фактически это религия двух как бы категорий, мужской и женской, условно. Они не раздельны, потому что вот эта полярность, она очень условная для того, чтобы можно было объяснить как бы устройство этого мира. То есть Шива воспринимается как Бог-Отец, Бог-Творец, а Шакти как богиня-мать, которая создает всю Вселенную. То есть она Адити, мать всех богов. Шакти – это сила, которая позволяет Шиве проявиться как форма. То есть мы можем видеть много форм Шивы. То есть такие формы, как Рудра, Байрава, Агхора, Садьоджата, Татпуруша, значит, Сада Шива. Также с шиваитской точки зрения такие божества, как Вишну, Брахма, они тоже являются формами Шивы. Вайшнавы, может быть, иначе смотрят на данные вещи, но это не столь важно. То есть к этому нужно подходить очень с пониманием. Вот. Если сказать вот как бы обобщенно, то Шива является пустотой изначальной. Он является за пределами всех гун, ниргуна, да, за пределами всех качеств. Он является сверхсознанием, парасамвид. Он является как бы вездесущим сознанием, а Шакти является энергией, благодаря которому это сознание раскрывается. Но как бы есть разные формы сознания, есть разные формы энергии. Соответственно, мы не можем вот как бы однозначно утверждать, что Шакти это только энергия. Шива и Шакти, они изначально нераздельны. Поэтому надхи, они говорят, что у Шивы есть как бы одна основная Шакти, это Ниджа Шакти. Ниджа означает своя. То есть это энергия, которая на всех этапах самораскрытия, самопроявления связана с Шивой. То есть и ее раскрытие, она вся, вот эта энергия, направлена на то, чтобы быть единой с Шивой. А даже когда нам, обусловленным живым существам, кажется, что вот эта вот как бы энергия является относительной, то есть она обуславливает нас, и что она не связана никак с духовностью, она все равно остается связанной с Шивой. И поэтому, раз она ориентирована на реализацию Шивы, то, соответственно, она может быть ориентирована таким образом для нас лично, чтобы осознать себя как Шиву, как Бога. То есть свое как бы боготождество, можно так сказать, то есть богоподобие, можно так точнее выразиться. Вот. Вот этот принцип очень важен,
То есть шакти это трансформация, это изменение, это время, потому что время оно бежит, оно меняется. А Шива это пространство, это стабильность, это вечность. Пространство не меняется. То есть время, какой-то один, не помню, какой-то великий сказал, что время это материал, из которого состоит жизнь. Вот это на самом деле так и есть. То есть то, что мы видим вокруг, это материя, да? На самом деле это просто какие-то колебания, какие-то вибрации там на уровне атомов, молекул, каких-то там микрочастиц, да, которые постоянно обмениваются. И все это движение, то есть все эти разновибрационные движения порождают материю. Вся эта материя является энергией, она является шакти. Вот, но так как мы застреваем только в каких-то определенных формах вибрации, мы думаем, что вся материя, она как бы плотная. Но эта плотность, она относительна чего-то. Вот. Когда посредством как бы взаимодействия с более мощным видом энергии духовной мы расширяем свое сознание и возвращаем его к тождеству с сознанием Шивы, посредством вот этой шакти, мы начинаем понимать, что вся плотность энергии является относительной. То есть все ограничения в относительном пространстве, в относительном времени, они начинают исчезать. И шакти здесь играет очень большую роль. Мы не просто должны вот как бы концентрироваться на какой-то энергии. Мы обычно концентрируемся на том, что мы как бы идеализируем то, что нам интересно, искренне интересно, да? А что может быть более идеализированным, как понятие божества? Поэтому мы шакти воспринимаем как божество. И через вот эту вот как бы через вот эту идеализацию мы способны вовлечься именно в, называется, как это называется, правеша, да? То есть когда мы проникаем вот в реальность вот этой как бы божественной шакти. То есть наше сознание, оно как бы очищается от блоков посредством динамической шакти и расширяется. Вот. И тогда наше сознание как бы абстрагируется от его относительности, от его цепляния, от захламленности сознания какими-то вещами второстепенной важности. Когда наше сознание захламлено, оно подвержено влиянию той шакти, которая называется как майя. Майя от санскритского корня мея. Мея означает мерность. Мерность означает вот как бы обусловленность каким-то относительным пространством. И как бы с одной стороны это форма, да, она может играть как бы функцию расширения, если мы не цепляемся за нее, если мы очень мудро обращаемся с этой энергией. С другой стороны, то есть мы можем зацепиться за форму, взять эту как бы зацепку себе на ум и жить в этом. Вот, это называется захламление, грубо говоря. Поэтому как бы шакти она двояка. С одной стороны, она является источником просветления нашего сознания, с другой стороны, источником обуславливания нашего сознания. Поэтому да, то есть с одной стороны, это богиня-мать, да, она создала всю Вселенную, Вселенная нас обуславливает, весь социум – это проявление майи. Вот, и социум может быть и грешным, с одной стороны, с другой стороны, все зависит от того, как мы с ним взаимодействуем. По большому счету, как бы эта шакти, она не может быть ни негативной, ни позитивной. Но, опять же, понятие греха, то есть оно нужно нам. Почему? Потому что когда мы думаем, что мы безгрешны, мы можем впадать в такую как бы прелесть, да, и думать, что мы вот уже все, мы уже вот реализованные йогины и там шивохам, да, отождествились с Шивой. На самом деле это форма самолюбования, и в
какой-то мере, то есть вот это понятие греха, оно необходимо для того, чтобы как бы, человека подстегивать, чтобы он как бы не застревал в своих достижениях. Вот, поэтому оно необходимо. С одной стороны, мы должны помнить о том, что да, есть грехи, есть несовершенство этого мира. С другой стороны, должны понимать, что по большому счету, вот теоретически, там, концептуально, да, греха нет. Все является Богом, все является в Боге. Даже такие силы, как там асуры, да, какие-то демонические, там какие-то преты, пишачи, вот, они все равно часть вот этой шакти. То есть их тоже создала богиня-мать. И иногда она даже может принимать ихние формы для того, чтобы бороться с самими же демонами. Махадеви, Махасури. Да? То есть вы можете в Деви Махатме такое прочесть о ней. Вот. Но к этому надо, конечно, адекватно относиться. Ну, в общем, вот таким образом мы как бы воспринимаем шакти. Без нее не может существовать для нас никаких методик, никаких упай. Вот. Но нам нужна эта шакти именно во всей своей полноте, чтобы все как бы, объекты вот этого мира, которые с нами как-то соприкасаются, направить на свое развитие. Если мы будем думать, что вот как бы шакти присутствует лишь в каких-то пранаямах, да, в каких-то только мантрах, то ну да, конечно, это там где-то будет как-то работать. Но это как бы начальный этап. То есть более высокий этап, мы понимаем, что шакти, оно проявляется через все события, через наши различные чувственные состояния, через мыслительные процессы, через какие-то жизненные процессы в нашем теле. Вот. Мы как бы не изолируем практику от жизни посредством шакти. Потому что Шива, он как бы мужское начало, он более такой прямолинейный, более стабильный, более конкретный. Но если эта стабильность вечна, то это хорошо. Если это стабильность в этом мире, в материальном, то это как бы становится формой тупости. И вот тогда нам нужно качество, именно женские качества для того, чтобы быть более гибкими. То есть вот эта богиня-мать, она как бы Шиве, как ребенку, помогает адаптироваться под окружающую такую коварную, гибкую среду. Потому что эта среда, она может его просто разнести в пух и прах, если он вовремя не воспринимает, что происходит. И вот это часто бывает там с разными эзотериками, когда они понимают, что они очень эксклюзивные, у них такая форма гьяни такого, да, джняни, да, такого начитанного человека, и все остальное, это все бездуховно, да. И вот это вот все бездуховно начинает этого человека прессовать очень мощно. Вот почему мы изображаем шакти в виде там грозных каких-то форм, там Кали, Дурга, вы смотрите, там богиня разрушения, о, как плохо. На самом деле это неплохо, это даже очень хорошо. Если вы хотите развиваться, то она будет для вас позитивной. Если не хотите развиваться, она будет для вас негативной. Вот, поэтому шактизм, есть такое направление, где поклоняются богине-матери, поклоняются природе, ее проявлениям. То есть, то есть вот эта система, она очень важна. И внутри нашей традиции тоже есть понятие шакти. Но мы ее почитаем только тогда, когда мы понимаем, для чего она нужна, по большому счету. Для того, чтобы достичь единства с Шивой. В конечном счете мы понимаем, что Шива и Шакти, они едины. То есть энергия, сознание, они нераздельны. Пустота и полнота, они едины. Между ними нет разницы. То есть мы как бы абстрагируемся от любой формы изолированности, от любой формы обусловленности. Вот Шакти здесь играет такую как бы важнейшую роль. Вот.